Всем привет! Меня зовут Диана. В Инстаграм вы знаете меня как Behead Handmade, а это мой канал на YouTube о вязании крючком и спицами. Мое новое видео о том, как связать вот такую квадратную корзинку с ручками из джутовой пряжи и джутового каната. Джутовой пряжи на нее уходит примерно 70 метров, каната 3,5 метра. Готовое дно размером 15 на 15 сантиметров. Сама корзиночка получилась по высоте 9 сантиметров. Если брать высоту с ручками, то 10 сантиметров. В этом уроке вы научитесь обвязывать готовое квадратное дно джутом, вязать корзинку из джутового шпагата, обвязывая джутовый канат, вязать ручки и обвязывать верхний край корзинки. Для ее вязания нам понадобится джут, джутовый шпагат или джутовая пряжа и джутовый канат. Я буду вязать из джута халва. На весь ассортимент магазина пряжи Центр, в том числе и на джут, по промокоду BEHEAD вы получаете скидку 5%. Я буду вязать из джутовой пряжи размера L. Это 3-миллиметровый джут. Я им буду вязать в одно сложение. Если у вас двухниточный джут, вот такой вот тоненький, это, кстати, халва размера S, вы будете вязать в 2 сложения. Канат у меня 8 миллиметров, в этом моточке 10 метров. Здесь у меня 100 метров. Также вам понадобится готовое дно. У меня дно из фанеры. Его размеры 15 на 15 сантиметров, то есть одна сторона 15 сантиметров. Также нужен будет крючок 4 миллиметра, ножницы, игла для того, чтобы прятать в конце кончики, и вот такая вот прищепка для бумаги, для того, чтобы придерживать канат во время вязания, но это не обязательно. Итак, давайте приступим к вязанию. Моточек джута я заправлю в свою любимую моталку. Ссылочку, где можно ее приобрести, я оставлю в описании. С такой моталкой вязать намного удобнее. Начинаем вязание корзины с обвязки дна. Берем джут, джутовую пряжу. Для начала нам понадобится только джутовая пряжа или джутовый шпагат и дно. Заводим крючок в отверстие. Здесь оставляем небольшой хвостик и выводим петельку на лицевую сторону. Вот так. Дальше нам нужно будет с вами обвязать полностью все дно соединительными столбиками. Как они делаются? Нужна будет рабочая нить. Этот хвостик у нас пока остается свободным. Заводим крючок в следующее отверстие, захватываем рабочую нить, выводим сквозь отверстие и сквозь петельку, которая у нас на крючке. Мы провязали с вами первый соединительный столбик. Дальше идем в следующее отверстие, там же захватываем рабочую нить и сразу же провязываем через петлю на крючке. Вот так. Следующее отверстие провязали. Следующее отверстие захватили рабочую нить, провязали. И таким образом мы с вами обвязываем все дно, не доходя вот здесь вот в конце одного отверстия. То есть вот это отверстие мы оставим нетронутым. Джут — это натуральный материал, поэтому очень часто в нити встречается мусор. Вы его просто убираете и вяжите дальше. Итак, я довязала до конца, оставила одно отверстие свободным. Теперь ввожу крючок в это отверстие и захватываю уже не рабочую нить, а хвостик.
захватила и провязала соединительный столбик. Полностью вытягиваю хвостик сюда. Теперь вот эту вот петельку, под нее я должна войти крючком. Вот так. Захватываю хвостик. И вот так вот его протягиваю. Теперь нам нужно завершить вот эту вот петельку, продев хвостик вот сюда, в это отверстие. Завожу крючок с изнанки в отверстие и в середину косички. Захватываю хвостик и вытягиваю его на изнанку. Эта сторона у нас будет изнаночная. Все, обвязку дна мы с вами закончили. Этот хвостик оставшийся мы с вами сразу будем ввязывать. Теперь нам нужен уже будет канат. Для того, чтобы нам плавно начать вязание, плавно начать обвязывать канат, нам его нужно, его кончик сделать потоньше. Примерно 5 сантиметров отступая, мы отрезаем сначала один конец. То есть у нас канат состоит из 3 нитей. Вот эти 3 нити мы сейчас с вами поочередно отрежем. Теперь раскручиваем еще одну. Она уже у нас будет примерно 10 сантиметров. И также отрезаем. Вот так вот у вас должно получиться. Прикладываем канат. Эту ниточку также будем ввязывать, ну, то есть вместе с канатом ее можно будет вот так вот прятать под петли. Берем рабочую нить и вводим крючок вот сюда, вот в это отверстие, вот с этой стороны. Обвязку мы трогать не будем, будем вводить крючок выше нее, вот так. Итак, вводим сюда крючок. Кладем наш хвостик, захватываем рабочую нить и провязываем петельку. Наш шпагат тонкий, поэтому нам нужно будет сделать по всем сторонам квадрата прибавки. В углы я буду делать по 3 петельки провязывать, для того, чтобы здесь можно было гармонично повернуть. Здесь буду делать прибавки через одно отверстие. То есть в углы всегда по 3 столбика без накида буду провязывать. Здесь буду чередовать 2 столбика без накида, 1, 2, 1 и так далее по всему периметру квадрата. Итак, следующее у меня отверстие — это угол, и в него я провязываю 3 столбика без накида, при этом обвязывая канат и наш хвостик. Итак, первый столбик, сильно не затягивайте, вязать мы будем узором галочки или в раскол, как он еще называется, поэтому старайтесь сильно не затягивать. И вот здесь сразу поворачивайте вязание вот сюда, на внутреннюю сторону корзинки. Провязали 1 столбик, дальше провязываем 2 столбик и в это же отверстие провязываем 3 столбик. Вот так. Следующее отверстие провяжем 2 столбика без накида, один и второй, вот так. В следующее отверстие 1 столбик без накида.
Дальше в следующее отверстие снова 2 столбика без накида. Здесь у нас уже канат утолщается. 1 и 2. В следующее отверстие 1 столбик без накида. Итак, вяжу, чередуя 1 и 2 столбика без накида, в углы провязываю по 3 столбика без накида и дохожу вот до сюда. Здесь мы с вами встретимся и перейдем на второй ряд. И вот я подхожу к концу первого ряда. Здесь у меня был 1 столбик, в следующее отверстие провязываю 2 столбика без накида, 1, 2. Дальше в следующее отверстие. Здесь у нас уже начинается канат. И вот этот мы кладем сверху на него. И вот таким образом обвязываем. Итак, здесь 1 столбик без накида. И здесь у нас 1 столбик уже был. Я провяжу сюда еще 1 столбик без накида. Вот так. Здесь можно поправить петельки. Мы с вами закончили вязать первый ряд. Как я уже сказала, корзинку мы будем вязать столбиками без накида в раскол или галочками. Принцип вязания узора галочки здесь будет точно такой же, как и тогда, когда мы вяжем, например, с шнура или трикотажной пряжи. Мы будем вводить крючок. Давайте вот здесь покажу. С лицевой стороны вводим крючок в галочку под основанием петли. И изнутри тоже у нас крючок выходит посередине галочки под перемычкой, которая у нас находится под основанием петли. И таким образом мы будем вязать всю корзинку. Для того, чтобы вам было удобнее, можно канат закрепить с помощью прищепки для бумаги вот таким образом, но это более удобно при вязании корзин большего размера. Здесь не очень мне удобно ее использовать, поэтому я буду просто придерживать канат рукой. Итак, начинаем вязать второй ряд и начинаем уже провязывать узор в раскол. Вводим крючок в галочку, проверяем, чтобы изнутри тоже у нас он правильно вышел. Выводим на лицевую сторону, захватываем рабочую нить и провязываем первый столбик. Здесь уже во втором ряду мы прибавок делать не будем. Будем вязать по 1 столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Сильно не затягивайте. Петельку, которую вы вытягиваете первую, вот эту, вытягивайте на высоту петельки, которые у вас на крючке, можно даже чуть больше, вот так вот. Захватили рабочую нить, провязали. Вот эту петельку мы не вытягиваем. Снова идем в следующую галочку. Здесь на углу провязывать достаточно сложно. Поэтому при вязании вообще всей корзины старайтесь петельки не затягивать. Вытянули, провязали. Направляйте канат так, чтобы он ложился у вас сверху на основание петель. Вот так вот. Вот таким вот образом. И в процессе вязания немножечко канат подтягивайте, для того, чтобы он у нас под петельками не лежал свободно, а все-таки был натянут. Идем в следующую петельку.
захватили, вытащили, провязали. Все, перешли мы уже на другую сторону квадрата. Снова идем в галочку, захватили, вытащили, провязали. Эти петельки можно поправлять, чтобы у нас галочки тоже были вот такие вот красивые, ровные. Снова захватили, вытянули, провязали. И таким образом мы будем вязать всю корзину. Сейчас давайте провяжем второй ряд. Перейдем уже на третий. И дальше всю корзинку на нужную вам высоту вы будете вязать самостоятельно. Потом уже в самом конце мы с вами встретимся и будем заканчивать вязание. Ничего сложного нет. Самое главное правильно и ровно направлять канат, для того, чтобы у вас стенки не разваливались в разные стороны, а шли перпендикулярно дну. И вот я дошла уже почти до конца второго ряда и просто продолжаю вязать столбики без накида в раскол и перехожу уже на третий ряд. То есть здесь у нас вяжется корзинка по спирали, постепенно канат будет подниматься. Когда мы с вами закончим вязание, мы его закончим в этом же месте, и у нас вот этого перехода высоты будет незаметно. Вяжем третий ряд уже. Следим за тем, чтобы канат у нас ложился перпендикулярно относительно дна. Итак, давайте сейчас вы самостоятельно провяжете необходимое вам количество рядов на необходимую высоту корзинки. Направляйте правильно канат, внимательно провязывайте галочки, чтобы все у вас было красиво и аккуратно. И потом, после того, как вы и я провяжем на нужную нам высоту, встретимся и будем продолжать. Итак, я провязала 5 рядов. Мне будет достаточно для моей корзинки. Закончила 5-й ряд. Вот здесь у нас здесь с вами переход. Здесь вводили канат. И на этом месте я закончила. Сейчас буду формировать ручки с этой и вот с этой стороны. Я посчитала, здесь у меня получается 18 столбиков вот отсюда до сюда. Я провяжу 5 столбиков, и внутри ручки у меня останется 8 столбиков. 5 еще останется здесь. Итак, первый столбик я уже провязала. Провяжу еще 4. Канат немножечко подтяну. И теперь, чтобы сформировать ручку, нужно канат немного вот так приподнять и обвязать его также столбиками без накида. Я хочу, чтобы у меня ручка была не очень высокая, поэтому я канат обвяжу
чуть большим количеством столбиков, точнее 9. Здесь я пропущу 8, и чуть больше у меня будет ручка, она немножечко будет отходить от края корзинки. Я ее обвяжу 9 столбиками без накида. То есть здесь мы просто вот таким образом обвязываем канат. То есть вводим крючок просто под канат. Провязала 1, это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Немножечко их раздвину, чтобы у нас здесь на ручке узор был похож на обвязку рядов на корзинке. И теперь здесь отсчитаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 галочек. И в 9-ю галочку провязываю первый столбик и прикрепляю снова канат. Вот такая симпатичная ручка у нас получается. Все, дальше обвязываю вот до этого места, и здесь делаю точно такую же ручку. Итак, я провязала вторую ручку, и теперь мне нужно уже закончить обвязку каната. Смотрю, где я начинала первый самый ряд, вот здесь, и вот до этого места я должна канат обрезать. Отрезать буду точно так же, примерно по 5 сантиметров каждую часть каната, каждую из 3 частей каната. Он у нас состоит из 3 ниточек, для того, чтобы вывести его так же плавно, как я его вводила. И обвязываю оставшийся конец каната. Вот я довязала до нужного места. Этот оставшийся хвостик отрезаю. И теперь нам осталось только лишь обвязать верхний край корзинки. Обвязывать будем соединительными столбиками полностью весь верхний край, включая ручки. Пройдем по всему краю и здесь уже закончим вязание. Заводим крючок под основание петли, захватываем нить и провязываем через петельку на крючке. Идем в следующую петельку и провязываем снова соединительный столбик.
И так обвязываем весь верхний край корзинки. И вот я обвязала весь верхний край корзинки. Здесь дошла до последней петельки. Джут могу уже отрезать. Эту петлю последнюю полностью вытягиваю. Здесь завожу крючок через одну под петельку, под основание петли, через одну пропуская одну петельку. Захватываю рабочую нить, вывожу ее наизнанку. И здесь у меня ниточка должна попасть в середину вот этой вот косички. Захожу с изнанки. Здесь крючок вышел в середине косички. Захватываю нить и протягиваю ее наизнанку. Все, последний ряд мы с вами закрыли. Теперь нам осталось спрятать вот этот вот кончик на изнанке. Берем иглу и под разные петельки пропускаем кончик на изнанке, так чтобы было аккуратно и незаметно. В конце просто обрежем джут. Джут достаточно такой ворсистый материал, поэтому все будет крепко, никуда хвостик ваш не убежит, даже если вы его не приклеите. Вот и все, наша корзиночка готова. Теперь обязательным этапом будет для нее ВТО. Обязательно отпарьте ее с обеих сторон, снаружи и изнутри. После этого джут станет у вас намного мягче. Мне кажется, что даже он приобретает более золотистый цвет. Полностью высушите корзинку, и уже можно будет ее использовать. И на этом мой мастер-класс по квадратной корзинке из джута и каната окончен. Уверена, что у вас тоже отлично все получилось. Обязательно отмечайте свои работы хэштегом ByBeHead, и я покажу их в своих сторис в Instagram. Всем пока-пока!